Друзья, привет! Я не понимаю зачем, но вы почему-то меня все чаще просите сделать обзор, какие ТВ-боксы можно купить за $30 или ниже даже. То есть я не понимаю, вам мало нашего топа до $50, вам мало того, что мы уже делаем, вам нужно до 30, ну вы же понимаете, что там нормального ничего быть не может. Ну давайте в принципе, конечно же, сделаем этот обзор, но я вам объясню, почему там нормального ничего нет и, конечно, думаю, вы со мной согласитесь. На канале Технозон. Поехали. Ого, мы уже на AliExpress и начнем мы именно с X96 Mini и будем разбираться дальше, какие ТВ-боксы еще сюда попали. Но перед этим советую вам нажать подписаться и колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши самые интересные обзоры. Так, смотрите, до $30 у нас не так уж и много вариантов, которые в теории можно было бы купить. И X96 Mini это один из них, хотя я вот категорически против. Но смотрите, что же такое X96 Mini? Это iMlogic S905X процессор, это обычная формула 2/16, существует 1/8, я вообще ее категорически не рекомендую, хотя стоит она $23. За 27,40 можно взять 2/16, и здесь нет Bluetooth, есть Wi-Fi только 2,4 ГГц, и при этом, знаете, вот, казалось бы, все так безрадужно, но можно накатить Android TV прошивку и будет неплохо работать. Но при этом давайте вдумаемся, он стоит 27,40. Нам для того, чтобы Android TV прошивку накатить, нужен еще пульт с голосом. Ну или вообще, конечно, вы можете купить, накатить туда плейлист какой-нибудь и пользоваться стандартным пультом и не морочить себе голову. Он будет работать долгое время, чисто для IPTV, YouTube, Full HD, он будет просто-напросто нормально работать. Хотя и дальше, пройдемся, почему я против. У него есть LAN-порт на 100 мегабит, у него есть поддержка 4К, там какие-то заявленные, но он нормально не работает. Плюс устаревший Android, если в базовой прошивке, ну, не совсем удачное сочетание. Но при этом, смотрите, сейчас некоторые из вас парируют, что можно накатить прошивку поинтереснее, можно Android 9 накатить. Но опять же, стоимость пульта, которая попадает сюда для нормального функционирования с Android TV, она уже сразу выбивает его из $30. Теперь следующее. Ну, мы пока его оставляем, но дальше вернемся. Теперь следующее. Это Stuotop ST1. Мы делали на нее обзор, стоит она $26. Стоит она 25,67 в формуле 2/16. Либо вот если брать формулу 4/32, то это уже $32. Что же это за приставка? В ней есть и 5 ГГц, ну по-моему даже в 2/16 есть и 5 ГГц и Bluetooth, есть 100 мегабитный LAN и 2 USB вторых. Слушайте, но дело в том, что это приставка, которая действительно не греется. То есть первый раз я могу сказать, что сделали нечто, что нормально более-менее работает. То есть обзор на эту приставку лежит в описании под видео. Кстати, обзор на X96 Mini на прошивочке на новой тоже в описании под видео. И даже, знаете, что мы туда разместили? Топ-5 до $50, если вы поймете, что вот это вот не для вас. Слушайте, ну, достать на нее нормальную прошивку, откровенно говоря, тяжело. Android 10, автофреймрейта, конечно же, нет. Если, допустим, в X96 Mini можно поднять автофреймрейт правдами-неправдами, то здесь, к сожалению, этого не будет. Он годится вот вообще тупо для IPTV, тупо для просмотра фильмов, если вас не морочит, допустим, отсутствие автофреймрейта и больше ничего. Сверхуникальных возможностей у данной приставки нет. Но при этом она стабильно работает без перегрева. И я, честно говоря, когда ее получил, это не расстрельный ТВ-бокс, это не говнобокс, он реально просто реализовали его так на процессоре Allwinner с видеоускорителем LG31, таким же, как у iMlogic X2, X3, X4. Слушайте, ну дальше. ТВ-бокс Micool KH3. Это $31, хотя он немножко вываливается, конечно, за 30. Но это тоже одна из тех приставок, которые более-менее работают. Но вот знаете, почему-то не хотел я это снимать. Вот эти вот постоянные компромиссы более-менее как-то работают, что-то делают. Это все неправильно. То есть, но вы просите, я снимаю. И она тоже более-менее работает. Здесь Allwinner H313, 100 мегабитный LAN, Android Q, 2/16. И здесь только 2,4 ГГц. 5 ГГц здесь нет. Поэтому даже если между этими двумя выбирать, я бы выбрал бы ST1. Если честно. Или даже если между этими тремя, то я выбирал бы X96 Mini. Теперь смотрите, в чем фишка. Почему я говорю, что это глупая затея? Потому что, например, добавив $7.60 до 30, ну 37,60, стоит Tanix TX9S.
А это уже приставка, на секундочку, на 8-ядерном AMLogic S912 с гигабитным ланом. Да, только 2,4 ГГц Wi-Fi, он, конечно, так себе работает, но его основная прелесть в том, что он через торсер гоняет тяжелые фильмы. И гоняет очень и очень хорошо. То есть по соотношению цены в 37 баксов он пашет просто идеально. Бывают там какие-то моменты, у кого-то где-то радиатор криво приклеен, но это единичные случаи. Но за 37 баксов взять, туда приложить руки, прошить прошивочку Android TV или Slimbox, вообще идеально. Мы делали, кстати, обзор на Slimbox. Давайте, вот я тоже обзор на Slimbox на этом ТВ-боксе разместил в описании под видео, как и ссылку на саму приставку тоже. Это же идеальная приставка за 37 баксов. Если не брать в расчет там цертифицированные какие-то моменты в виде стиков, которые можно купить в США. Но дело в том, что многие, знаете, как с чем я столкнулся? Когда меня спрашивают, что купить, я когда советую, допустим, там Google Chromecast, они говорят, ну, мы хотим еще жесткий диск подключить, фильмы посмотреть. Нам нужен LAN там на 1000 мегабит, нам еще что-то нужно. А на этой приставке, кстати, знаете, для чего люди берут? Они еще Core Lake на нем поднимают. Core Lake — это Linux нативная система мультимедийная, такая минимально необходимая для проигрывания контента 4К, и при этом еще и в HDR, еще и здесь есть Dolby True HD и DTS HD Hi-Res. Да, не мастер аудио, в мастер аудио нет Hi-Res. Поэтому, ну на секундочку, зачем же мне эти приставки по 30 баксов или дешевле, если есть Tanix? Так это еще не все. Если вы немножечко добавите, в ту же цену примерно стоит X96 Max 2х16. Но тут X96 такая тряхомудия. За 43 можно взять уже 4х32. Слишком много ревизий пошло. И даже то, что на нее есть, допустим, там какие-то порты Югус, это абсолютно ничего не значит. Потому что люди начинают получать какие-то странные Q2, Q100, Q не пойми какой ревизии, и начинаются тряхомудия с прошивками. Поэтому X96 Max я бы, конечно, не совсем советовал. И даже вот то, что я делал обзор XJODI, я не знаю, кто додумался, он стоит $52. Это вообще уже нонсенс. Я не знаю, что они так взлетели, наверное, потому что я обзор сделал. Я бы за эти деньги еще бы рассматривал бы до $50 TOX 1. Это то, что я в своем топе всегда говорю. Вот TOX 1. В базе его, например, из России можно взять $48. При этом с доставкой по России, это для России. Для Украины, конечно, будет немножко дороже. Но я бы уже брал бы TOX 1, чем мастырить вот это все, потому что у него нативная прошивка нормальная. Есть Android TV модуль, есть Android TV прошивка тоже. Несмотря на то, что там шифрованные прошивки. Но это комьюнити развивается. А что мы получим с X96 Mini? Опять огрызки прошивок? Или с этими, допустим, ST1? Несмотря на то, что она работает, тоже какие-то проблемы. Или Микулка H3. Вы надеетесь, что там будет обновление? Нет, не будет. И при этом, тупо брать, сэкономить там каких-то $10-20. Да я уже лучше возьму TX9S, если уж там в $10 стоит какой-то вопрос. TX9S взяли, и даже в базе он будет работать. Ребят, вот этот вот ролик я специально выпустил. Если вы, конечно, хотите, допустим, топ-5, то топ-5 до сих пор актуален на текущий момент. И он есть, если вы войдете на YouTube, вобьете Технозон, то в любом видео, вот у нас была там босяцкая сборка компьютера, в любом видео мы остановили проигрывание, опустившись под видео, нажав еще, есть топ-5 ТВ-боксов для любой ценовой категории. Не поленитесь, зайдите, посмотрите. Вот зашли в топ-5 ТВ-боксов, смотрите, я сейчас зашел в топ-5 ТВ-боксов. И что я получаю? Вот у нас есть топ-5 и плюс у нас есть ссылочки под видео на все вот эти топ-5 и Таниксы, и Микулы, и X90. X96 вообще классная приставка. Если она до сих пор продается, она, по-моему, продается. Это вообще классно. Это в формате стика 4х32, 905Y2 процессор. Смотрите, из чайной его можно взять 2х16, нам надо 4х32, за $51. Шикарнейшая вообще, шикарный стик. Поэтому не стесняйтесь, идем, смотрим, что мы там вам предлагаем в качестве обзоров этого всего действия. А если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, ссылочки все в описании под видео. А так, с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.